500 миллиона. Примерно столько людей в мире, а по некоторым оценкам даже больше, относят себя к нетрадиционной ориентации. Целая армия геев. Но почему же их судьба так неоднозначна? В одних странах они могут спокойно жениться и заводить семьи, занимая должностные лица и даже руководят странами. А в других их законодательно ограничивают, репрессируют, а символику в некоторых странах приравнивают чуть ли не к террористической. Как произошло, что в течение истории отношение к этим людям менялось от полного принятия до жестоких преследований и обратно. В прошлом видео про любовь мы говорили о том, как мы влюбляемся. А сегодня я расскажу о том, как формируется выбор того, в кого мы влюбимся. Ориентация. И что это вообще такое? Вокруг этого до сих пор существует много мифов. Кто-то считает, что гомосексуальность болезнь, а кто-то, что это просто плод извращенной фантазии. Но кто из них прав? Сколько существует гендеров и почему их вообще столько придумали? Действительно ли мозг выбирает за нас, кого нам любить? И является ли это нормой, отклонением или вовсе заболеванием? И да, постараемся сделать это так, чтобы при этом не сесть в тюрьму. Так что такое ориентация? Сексуальная ориентация — это устойчивый паттерн эмоционального, романтического и сексуального влечения к людям определенного пола. И ключевое, что это устойчивый паттерн, его нельзя изменить. Но кто же тогда решает, кого мы будем любить всю свою жизнь? И как вообще это происходит? Четкого ответа все еще нет. Однако касаемо этого существует несколько теорий, и большинство из них сводится к тому, что это комбинация множества биологических факторов в период формирования плода, иногда абсолютно случайных, начиная с генетики. Некоторые думают, что за это отвечает какой-то определенный ген, но это не совсем верно. Масштабное исследование 2019 года, опубликованное в журнале Science, проанализировало геномы почти 500 000 человек. И в этом исследовании они не нашли какой-то единственный ген гомосексуальности. Это также доказывает исследование на однояйцевых близнецах, которое показало, что даже если один из них родится гомосексуалом, то вероятность того, что и второй будет таким же, всего около 24%. То есть, да, вероятность есть, и она достаточно большая, что указывает на генетическую предрасположенность ориентации. Но это и не 100%, хотя геном у близнецов почти идентичен. Ведь генетических вариаций множество, которые также связаны с гормональной чувствительностью, например, которая также важна. То есть какой-то отдельный ген не определяет то, кем мы станем. Решает целый симбиоз различных факторов. В основном, которые зависят от организма матери. Ведь куда более важная составляющая — это внутриутробное развитие и как раз-таки гормональное воздействие. В определенные критические периоды развития плода мужской мозг подвергается воздействию тестостерона, что приводит к его маскулинизации. Но если по каким-то причинам уровень тестостерона недостаточен или ткани мозга эмбриона менее чувствительны к нему, вспоминаем про генетику гормональной чувствительности, некоторые участки мозга могут развиваться иначе. Это подтверждается наблюдением за его анатомией. Так, исследования показывают, что у гомосексуальных мужчин некоторые структуры гипоталамуса, то есть часть мозга, ответственная в том числе за половое поведение, больше похожи на те, что обычно наблюдаются у гетеросексуальных женщин, а именно область INH3. У женщин и мужчин оно разных размеров, а у геев-мужчин оно ближе к женскому, а у лесбиянок, наоборот, чуть ближе к мужскому. Это в целом и объясняет, почему при очень сильном повреждении мозга и конкретно гипоталамуса влечение кому-либо полностью отключается, и без разницы какому полу. Впрочем, как и нормальная работа других функций тела и мозга. Наш мозг — это удивительный суперкомпьютер, который способен не только влюбляться, но и находить множество возможностей, вроде того, как зарабатывать буквально из воздуха. Например, продавая грибы в Телеграме. Так, один из моих подписчиков реально заработал несколько тысяч долларов на перепродаже эксклюзивных подарков в Телеграме. А не то, о чем вы подумали. А другой просто по видеогайду открыл свой магазин звезд в бате-телеге и заработал на этом десятки тысяч долларов, купив себе на выручку Toyota Camry. И на этих и других способах сможете заработать и вы уже сегодня. Ведь они публикуются в проекте «Абузище», в котором ребята уже 4 года ежедневно и бесплатно делятся самыми прибыльными способами заработка в интернете. И сейчас за подписку на канал их приветственный бот скидывает подробный видеогайд по заработку 93 000 рублей с гарантией профита. Заработок очень простой, что складывается из их собственной легальной онлайн-подработки. С простыми заданиями по типу открытия карты по ревке и тому подобное, с доходом до 7 000 за вечер и общим профитом до 35 000 за несколько дней, что отлично подойдет студентам и взрослым. И бонус-хантинг. Способ, как получить 63 000 рублей с фрибетов и приветственных бонусов без риска
рисков и вложений. И в гайдах все подробно объяснено, справится даже новичок. Все способы абсолютно легальны и почти не требуют вложений. А пройдясь по постам, ты вместе с друзьями сможешь заработать несколько сотен тысяч буквально за пару действий уже в ближайшее время. В общем, гайдов и мануалов очень много, а более 1000 отзывов подтверждают, что они работают. Да и сама команда проекта зарабатывает теми же способами, что публикуются в канале. Поэтому, если хочешь подзаработать в интернете, то не упускай возможность получить видео-гайд по заработку более 90 тысяч рублей всего лишь за подписку. Переходи по ссылке в описании и подписывайся на канал Абузище. Но размер не всегда имеет значение. Точнее, не всегда только он является единственным маркером ориентации. Хоть такое различие в размере ядра гипоталамуса обнаруживается, но не у всех. Ведь не только он ответственен за нашу сексуальную ориентацию, а вся структура мозга и нейронных сетей. Поэтому бывали случаи, когда у гетеросексуальных гипоталамусы отличались в размерах, но при этом их поведение никак не менялось. Ведь в утробе у плода есть критический период, когда уровень тестостерона программирует половые предпочтения. Ведь изначально, примерно до 7-й недели, все эмбрионы развиваются по женскому типу. И лишь потом, при наличии Y-хромосомы, половые железы превращаются в яички и вырабатывают тестостерон. Но если организм матери каким-то образом угнетает их выработку, или у плода есть проблемы с рецепторами, а влияние гормонов или иных факторов было нестабильным, гипоталамус может сформироваться по мужскому типу, а другие участки мозга по женскому. У девочек же наоборот, тестостерона в избытке быть не должно. Но если что-то происходит не так и нарушается гормональный баланс, мозг девочки развивается больше по мужскому типу. Также существуют теории, в которых предполагают, что на формирование ориентации также влияет стресс матери. И у этого есть гипотетические обоснования. Ведь при хроническом стрессе, депрессии могут подавляться функции не только материнского организма, но и плода. А кортизол, проникающий через плаценту, может также изменять работу генов ребенка. А свежие исследования предполагают, что даже питание матери и микробиом ее кишечника могут формально влиять на формирование плода. А из видео про комплексы вы помните, что кишечник влияет на самооценку и стресс. И даже существует один интересный биологический феномен – эффект старших братьев. Статистика показывает, что у мужчин вероятность стать гомосексуалом увеличивается примерно на 33% с каждым новым братом. Это объясняется особенностью иммунной системы. Организм матери может вырабатывать антитела к определенным мужским белкам и атаковать их в мозгу мальчика, что потом влияет на его развитие. И что интересно, на женщин этот эффект не распространяется в силу того, что женские и мужские организмы отличаются, поэтому девочку выносить проще. А еще гомосексуалы статистически чуть чаще, примерно на 39%, рождаются левшами. Так, интересный факт. Но в любом случае, это по-прежнему лишь теории. Исследований множество, и никто не может сойтись в чем-то одном. Но вполне вероятно, если основываться на всех этих теориях, ориентация закладывается в утробе матери. И с течением жизни это никак не меняется. И что это максимально непредсказуемо. А избежать подобных отклонений в теории можно только если в будущем людей будут в пробирке растить и создавать идеальную среду. Но пока такое даже представить трудно. Но если все так просто и очевидно, почему тогда в мире больше, чем 2 ориентации? В мире их насчитали чуть более 40, если верить интернету. Но все они относятся разве что к подвидам из стандартной модели и описанию индивидуальных предпочтений. Например, как сапиосексуалы, которых привлекает интеллект, и демисексуалы, которые испытывают сексуальное влечение только при сильной эмоциональной связи. И в общем так до бесконечности. Но как по мне, считать это отдельными ориентациями некорректно. Ведь к стандартной модели относятся лишь 3 вида: гетеросексуальность, то есть влечение к противоположному полу, гомосексуальность, влечение к своему полу, и бисексуальность, сразу к обоим полам. Также некоторые еще сюда приписывают асексуальность, полное отсутствие влечения. Поэтому ее мы тоже разберем. И как формируется каждая из них. Гетеросексуальность — это, скажем, естественная и здоровая модель формирования плода, ведь только она ведет в будущем к продолжению своего генома, фактически единственному биологическому смыслу жизни. Гомосексуальность, как мы уже поняли, это буквально переключение тумблера с мужского на женское, или наоборот, в голове ребенка. А вот бисексуальность — уникальный феномен, но который почти не изучают. Исследований очень мало. Раньше предполагалось, что их мозг находится в промежуточном состоянии между 2 ориентациями. Сейчас же все больше склоняются к тому, что дело в уникальной работе нейронных сетей и системы вознаграждения, в виде ее большей гибкости и меньшей категоричности. И именно женщины более склонны к бисексуальности. По опросам их почти в 3 раза больше, чем бисексуальных мужчин. Есть даже такой термин «сексуальная флюидность», когда человек меняет сексуальные предпочтения в течение жизни.
Причем не специально. И этому подвержены в основном женщины. У мужчин тумблер достаточно жесткий, а у женщин психика пластичнее. Возможных причин этому несколько. Как и разная работа систем вознаграждения, так и историческое использование секса в целях укрепления связей и извлечения своих выгод. Так и устоявшаяся социальная стигма, построенная на том, что мужчина всегда воспринимается маскулинным и более сильным и строгим, соответственно, менее сексуально пластичным и более порицаемым за любые девиации. А женщины наоборот. Поэтому некоторые гетеросексуальные мужчины лесбиянок находят чем-то сексуальным из разряда фетиша. Что, кстати, отвечает на вопрос о том, способно ли общество, воспитание и среда обитания как-то повлиять на ориентацию. Нет, она способствует ее проявлению, но никак не формированию. Например, в России больше четверти детей воспитываются одним родителем, в основном матерью. Но взросление только в феминной среде не делает мальчика геем. Но вот на что среда точно может повлиять, это на поведение и личные предпочтения. Наверняка вы замечали, что в парах с любой ориентацией есть две устоявшиеся ролевые модели – слабого и сильного. Именно на этом симбиозе строятся не все, но большинство отношений. Например, маскулинного мужчины с феминной женщиной, либо наоборот. А эта модель поведения как раз-таки закладывается уже не в утробе, а на уровне психики. От уровня своих гормонов, от воспитания, окружения, комплексов, детских травм и просто личных предпочтений генетически или социально сформированных. Поэтому даже очень маскулинные парни могут быть очень феминными и в отношениях принимать роль слабого, а слабые маленькие девочки — роль сильного и доминирующего. И аналогично в разных союзах. И, вероятно, этот процесс динамичен. Ведь я помню себя пару лет назад с комплексами, детскими травмами и низким уровнем тестостерона, а поэтому в отношениях я всегда слабым был. А сейчас и комплексовать перестал, и тестостерон поднял, и вообще стал альфа-мужчиной. Правда ведь? Про тестостерон, кстати, в описании для парней будет ссылка на мой гайд, как именно я его повысил полностью натурально до идеальных значений и смог быстро из дрища мускулатуру набрать. Обязательно прочитайте. А вот про асексуалов, людей, у которых сексуального влечения нет, известно еще меньше. Одни считают их отдельной ориентацией, а другие — подвидом каждой из трех основных. Исследований на этот счет мало, и физиологически их тело способно к возбуждению, просто субъективно они не будут воспринимать сексуальные стимулы как что-то привлекательное. Предполагают, что у них слабее активируется система мотивации и вознаграждения в мозге при виде сексуального стимула из-за иного устройства дофаминовой системы. Но это пока гипотезы. Но это не значит, что такие люди не могут влюбляться. Им просто из-за особенностей нейробиологического состояния не хочется секса. Ведь любовь и похоть — вещи разные. Поэтому они могут быть как и гетеро, так и геями или бисексуалами. Просто их романтическая связь будет строиться на другом. На основе такого разнообразия и придумали понятие гендера. Его отличие от пола в том, что пол — это набор биологических характеристик, а гендер — набор социально-психологических, иными словами, означающие, кем мы себя ощущаем. Исследования показывают, что это ощущение, как и сексуальная ориентация, имеет биологические основы. Например, девочки, которые подвергаются воздействию высоких уровней тестостерона в утробе, чаще чувствуют себя как мальчики. В некоторых культурах даже существовал третий пол, как, например, бердаши или люди с двумя душами в культуре различных индейских народов Северной Америки. В наше же время в интернете у людей выбор из десятков различных гендеров, хотя официально признаны по-прежнему лишь два биологических – мужской и женский. И большинство из нас являются цисгендерными личностями, то есть теми, у кого восприятие своего тела совпадает с биологическим. И если вы хотите больше разобраться в самом себе, своих ощущениях или просто поговорить, именно для этого я создал своего полностью бесплатного и анонимного бота-психолога. С ним можно поговорить или разобраться в важных для вас вопросах. Разумеется, он не заменит настоящего специалиста, но иногда, чтобы почувствовать себя лучше, достаточно, чтобы тебя просто выслушали. К тому же это бесплатно. А ссылка на бота в описании. А всего в мире примерно 9% людей имеют нетрадиционную ориентацию. Гомосексуалов из них около 3%, большинство из которых мужчины. Бисексуалов около 4%, среди которых больше женщин, и менее 1% асексуалов и прочих. Но это лишь приблизительная статистика, ведь эта тема все еще считается табуированной во многих странах мира. Но, как предполагают ученые, их реальное количество в процентном соотношении не меняется веками, независимо от времени или культурного восприятия, поэтому их всегда сильно меньше, чем с людей с традиционной ориентацией.
А как вообще было раньше? История демонстрирует удивительные колебания, от принятия до жестоких преследований и обратно. Например, в Древней Греции и Риме однополые отношения были довольно распространены. Однако после распространения авраамических религий, вроде христианства и ислама, гомосексуальные связи стали считаться грехом. А в средневековой Европе даже суровым преступлением, за которое карали смертной казнью. И удивительно, что даже в царской России наказание за так называемое мужеложство было менее суровым, чем в Европе. Как же сейчас все изменилось. Через много лет в 19 веке гомосексуальность стали рассматривать не как грех или преступление, а как психическое расстройство, которое требует лечения. Именно тогда появился термин гомосексуализм, который использовался в медицинской литературе. Но лечение было очень сомнительным. Например, аверсионная терапия, когда гею показывали эротические фото мужчин и при этом вызывали рвоту или били током, чтобы выработать отвращение. Применялись гормональные воздействия из больших дозировок препаратов, а в некоторых случаях прибегали даже к лоботомии. Но все эти методы оказались неэффективными, ведь максимум они лишь подавляли сексуальность и ее проявление из-за возникновения у людей уже настоящих психологических травм. Поэтому в 1973-м Американская психиатрическая ассоциация исключила гомосексуальность из списка психических расстройств, ведь она сама по себе не связана с нарушениями психики или проблемами адаптации. Всемирная организация здравоохранения последовала этому примеру в 1990 году, исключив гомосексуализм из международной классификации болезней. И сегодня практически во всех развитых странах мира, даже самых консервативных, гомосексуализм не является официально признанной болезнью. Но, правда, это никак не мешает вводить ограничительные меры и наказания, например, за пропаганду, парады и прочее, что связано с гомосексуальной культурой, и поддерживать достаточно жесткую в ее отношении риторику, даже в некоторых странах Европейского Союза из-за ведущей роли религии или традиционных патриархальных ценностей. Но почему они считают, что защита традиционных ценностей настолько важна, что гомосексуальность расценивают как угрозу целому государству? И дело не только в религии или консервативных взглядах. Реальная причина часто в другом. Математика тут проста. Для поддержания численности населения каждая женщина должна родить минимум 2 детей. Но в большинстве развитых стран коэффициент рождаемости катастрофически низкий, что приведет к сокращению населения почти вдвое через поколение. А это может привести не только к фактическому вымиранию развитых стран, что происходит уже сейчас повсеместно, но и к коллапсу экономики. Уже сейчас часть Европы, например, состоит из мигрантов, и их процент лишь растет. Поэтому некоторые государства пытаются устранить любые факторы, что могут снизить рождаемость или повлиять на тенденции вроде отказа от семьи. И в некотором смысле страх обоснованный, хоть и часто абсурдный и нелогичный. Ведь проблема в снижении рождаемости не в росте гомосексуальности, а в том, что мы стали очень богатыми и умными. В бедных и малообразованных странах средний коэффициент рождаемости больше 4, когда как в некогда, например, развитой Южной Корее 0,75. Считайте, они уже вымерли. И статистика показывает, чем выше IQ, тем меньше у тебя детей. Такая ирония. Но можно ли тогда назвать гомосексуальность каким-либо отклонением, если она не предполагает продолжение рода? И почему этого не заметила природа, распространив гомосексуальное поведение даже на большинство животных? У жирафов, например, до половины всех половых актов проходит между самцами. Ученые не понимают, зачем, но есть теории. Одна из них — установление доминирования без драк, которые для жирафов могут быть смертельными. Ведь дерутся они своими шеями, что выглядит так же комично, как сражение средневековых рыцарей с булавами. Но и также для установления социальных связей, как, например, приматы бонобо. У них секс вообще как универсальный социальный инструмент. Они им и здороваются, меряются, снимают стресс и также устанавливают им иерархию. В общем, если говорить про животных, то у них скорее чаще встречается бисексуальность. Зависимо от того, как выгоднее, зависимо от обстоятельств внешней среды, сохранить жизнь себе и потомству. И то не всегда и только у социальных видов. Была даже когда-то давно история в зоопарке Нью-Йорка, где была однополая пара пингвинов Рой и Сила, что были вместе 6 лет. Правда, закончилась история достаточно гомофобно. Ведь потом Сила бросил своего парня и ушел к самке по кличке Скрэппи. Вот такая душераздирающая история. Но подобное поведение на данный момент задокументировано всего лишь у нескольких тысяч видов из миллионов существующих, так что пока нельзя утверждать, что в природе это норма. Хотя и этот термин к ней не применим, ведь у природы интерес лишь в выживании, поэтому у нее нет ни нормы, ни морали, ни стандартов. Они есть у людей, мы их выдумали сами. Однако, существующие наблюдения в том числе показывают, что у них это, вероятно, такое же исключение, как и у нас. У домашних баранов, например, около 8%
90% самцов, что схоже с человеческой статистикой, интересуются только самцами. И при изучении их мозга обнаружили, что у таких баранов область гипоталамуса в 2 раза меньше, чем у обычных. То есть, как и у людей, о чем мы говорили ранее. Но если у животных это больше про социальные связи и адаптацию к выживанию, то мы, люди, уже очень далеки от животных. К тому же мужчины, которые производят семя для оплодотворения, как мы уже выяснили, в сексуальном плане абсолютно не гибки в силу устройства мозга и психики. Но почему тогда природа оставила это и нам, людям? Ведь если посмотреть на ситуацию с точки зрения естественного отбора, они должны были давно исчезнуть. Это явление даже получило название Дарвиновский парадокс, и на этот счет существует несколько теорий. Первая — это гипотеза родственного отбора или кинселекции. Согласно ей, гомосексуальные индивиды, не имея своих детей, могли больше ресурсов и внимания уделять племянникам и племянницам, тем самым косвенно способствуя выживанию своих генов через родственников. А также просто выполняли социальную функцию, ведь определенный процент индивидов, которые не были заняты размножением, были нужны в качестве дополнительных рабочих рук. Но и то, так работало зачастую в традиционных коллективистских обществах, к которым большинство развитых стран, где развит индивидуализм, сейчас уже не относится. Вторая теория — гипотеза сбалансированной полиморфности или антагонистической плеотропии. Слова сложные, но суть весьма интересная. Она предполагает, что гены, которые могут повышать вероятность гомосексуальности у одного пола, одновременно могут давать репродуктивные преимущества другому полу. Например, итальянские исследователи обнаружили, что некоторые родственницы гомосексуальных мужчин имеют больше детей, чем в среднем по популяции. То есть те же самые гены, которые у мужчин могут способствовать гомосексуальности, то есть прекращению рода, у женщин повышают фертильность и повышают это продолжение. Такой вот эволюционный обмен. Но в конечном итоге, что мы имеем? Является ли гомосексуальность болезнью или психическим расстройством? Нет, так как расстройства формируются при жизни под гнетом каких-то факторов, и они динамичны и могут меняться от возраста, от психотерапии или прочего вмешательства. Поэтому гомосексуальность исключили из списка заболеваний. Но является ли гомосексуальность отклонением? Исходя из актуальных исследований, вероятно, что да. Но отклонением от того биологического фундамента, в котором продолжение рода является основой. Но отклонение, которое не поддается корректировке и остается с человеком всю жизнь. Ведь это предположительно результат одного или целого каскада нарушений во время формирования плода в утробе матери. Поэтому ни воспитание, ни окружение повлиять на это в ту или иную сторону не смогут. И даже несмотря на снятие табу в некоторых странах и даже некоторого рода пропаганду и развитие воук-культуры, гомосексуальность — это мизерный процент от общей популяции, что, скорее всего, не менялось большую часть нашей истории. Если бы реально их процент рос, то тогда это действительно был бы очень тревожным знаком для всего человечества. Но если представители иных ориентаций в меньшинстве, а повестка в интернете так многим надоела, из-за чего многие компании терпят громадные убытки, а все больше государств наказывают за пропаганду, значит ли, что это опять нужно игнорировать, а их угнетать? И что в конце концов со всем этим делать нам как обществу? Во-первых, важно признать, что нетрадиционная ориентация — давний биологический сбой, а не что-то новое. В то же время традиционная семья и ценности была и остается основой общества. Большинство людей гетеросексуальны и создают привычные семьи с детьми. Такие семьи естественны и необходимы для здорового продолжения рода и общества, чтобы мы просто не вымерли как вид. И эту модель важно поддерживать и укреплять, учитывая критическое падение рождаемости в большинстве развитых стран и вытеснению коренного населения мигрантами. Но умалчивание темы или угнетение людей негуманно, поэтому об этом нужно уметь говорить, особенно родителям со своими детьми. Человек должен сам делать выбор, как ему жить, когда он взрослеет, а навязывать что-то, особенно не сформировавшимся детям, опасно. Лично я за мир, где традиционные семьи являются основой общества. Институт семьи процветает, детей воспитывают любви, но где также есть место для понимания, а не безразборной ненависти. Потому что в конце концов все мы прежде всего люди, а люди бывают разные. С вами был Альберт, подписывайтесь на канал и мои социальные сети в описании. Будьте счастливы. Всего хорошего.